gift on it, and there was message for me. And, yes, and they will help us, and usually they do need that offering. Они действительно способны помогать нам, и обычно им нужно, чтобы And a sincere heart. Подношение искреннее от сердца. Lovely, good. There are a couple other many other. Есть очень много других видов. So-called mythological beings. Таких так называемых мифических существ. That were present on this planet a long time ago. И очень долгое время назад они присутствовали на нашей планете. It is said that hundreds of thousands of years ago. Говорится, что сотни тысяч лет назад. We as people. Мы люди. Lived more in spirit form. Наша форма более была такая духовная. At a higher frequency. Состоящая более с тонкой материи, с более высоких частот вибраций. And that's when we could interact with all these beings. И тогда мы были способны общаться со всеми этими существами. Including creatures. Включая тех существ. Like dragons. Таких как драконы. And unicorns. И единороги. And that we did not eat meat or plants. Тогда мы еще не употребляли в пищу ни мясо, ни растения. Instead, there was a sharing of energy. Вместо этого мы делились энергией. But that over time, as we became to be heavier, но со временем, когда мы стали более тяжелыми, такими плотными, we couldn't get our sustenance or nutrients. Мы больше не могли получать достаточно питания. Or power. Или силы. Through sharing. Делясь энергией. So we began taking. Поэтому мы начали брать от природы. Which I think is why the fairy realm. И я думаю, именно поэтому царство фей mistrusts us. Потерял к нам доверие. And says we're not just going to give. И сказала, мы не собираемся быть для вас просто источником пищи, вам тоже надо нам что-то. In those days, the dragons давать взамен. В те времена драконы were elemental creatures. Были как раз существами элементов. So there were fire dragons, были драконы огня, water, драконы воды, air, драконы воздуха, earth, земли. Some of the stories, such as некоторые истории, к примеру, the Loch Ness monster, например, о лохнесском чудовище. That's probably a water dragon. Вот, скорее всего, это как раз дракон воды. I was asked in St. Petersburg. В Петербурге меня спросили, if dragons could be evil. Бывают ли злые драконы? And the answer is no, but they could be very angry at humans. Ответ нет, не бывает. Однако бывают драконы, которые очень обиделись на людей. Because we did begin to capture them. Потому что в какое-то время люди начали их отлавливать. And sometimes kill them. Иногда убивать их. To use their elemental power. Чтобы использовать их могущество над элементами. I like to teach the elements. Мне нравится рассказывать об элементах. Because we can do all these things ourselves. Потому что эти способности мы сами можем иметь. And when we're using the elements for ourselves, и когда мы используем элементы для себя, in a good way, достойным образом, these beings begin to help again. Эти существа снова вступают с нами в контакт и начинают помогать нам. My youngest son, мой младший сын, who, as you can tell, is very psychic, как вы уже поняли, наверное, у него развиты психические способности. Had a visit one time by a unicorn. Однажды его посетил единорог. He was very sick with a fever. В то время у него был жар, он был болен. And he was better in the morning. К утру ему стало легче. And he said, "Mommy, this white horse visited me." И он сказал, мама, знаешь, ко мне ночью прилетала белая лошадь. It was very little. Она была очень маленькая. And it touched me with a rainbow. И она прикоснулась ко мне радугой. And then I felt better. И мне стало лучше. So isn't that sweet? Чудесная история, не правда ли? Any other stories? We're going to move on to plants in a minute. Кто-то может что-то еще рассказать, какую-то историю, и дальше мы перейдем к растениям. About plants or about, okay, I'll speak Russian. Yes, and then we'll translate. Вот то же самое, такая же ситуация. Все постоянно теряется. То есть с кем бы я ни жила, там разные были мужья, да, все всегда прожили. Свои или чужие? Это мое, то есть от меня это все исходит. Но что самое интересное, иногда дочка, она сейчас стала фотографировать, и вот когда она фотографирует, она такие вот, ну знаете, как вот плазмоиды это называется. Вот у нас же плазмоиды
плазмоиды вот эти летают. То есть это понятно, вот я хочу знать. Вот может это плазмоид, то есть там вообще у меня постоянно, ежедневные вот такие вот всякие штуки. Притом, вот именно, я тоже люблю камни, как и Синди, она мне тоже вчера сказала. И, короче, есть один камень, называется лабрадор. То есть для всех говорю, это точная информация, ее мало кто знает в России. Лабрадор самый мистический камень. А я, когда я в Индии увидела однажды, они тоже разные, я увидела самый потрясающий лабрадор на свете. Я просто не могла оторваться, муж мне, конечно, не дам тебе деньги, хватит. Вот. Но я там изыскала возможности, сняла с себя серьги, в общем, отдала серьги, получила этот лабрадор. Красивый! Я вот так, я ходила, я смотрела только на этот лабрадор. Ночью я не спала. Когда я одела его, я увидела где-то за 108 картин, а может быть 108, я уже не считала. То есть я видела картины, мне только не хватало красок. В общем, это была такая дорогая вещь для меня. Я приехала в Москву, и у меня ее, и притом у меня все нормально лежат, остальные все хорошо. Привязанности к остальным украшениям никакой, а этот лабрадор, и вдруг он исчезает. Yes. А потом, я уже знаю вот это, то, что у меня происходит в квартире. Я знаю, ну когда-то, я знаю, что когда-то он проявится. И он проявился буквально на 1 или 1,5 дня. Я нашла, я вообще обалдела. С тем, чтобы снова абсолютно невероятно исчезнуть. И я потом опять думала, притом это не люди, это именно. Вот, то есть я уже не знаю. Really, we should clap. Я думаю, нам стоит похлопать. I think you were a fairy. Мне кажется, вы были Yes, феей. before. Раньше вы были феей. Yes, Да. yes. Many of us have been one of these things. Многие из нас в прошлой жизни были какими-то And такими the types of beings we'll talk about later. существами или теми, о которых мы поговорим позже. But you probably were one. Скорее всего, вы были именно And they keep interacting with you. феей, поэтому они продолжают с вами общаться. I don't think you can stop it either. Я не думаю, что вам удастся остановить это все. No, you know, in our world we have forgotten Мы забыли. that natural objects are alive. Мы забыли о том, что любые объекты природы живые. They have a consciousness. У них также есть сознание. Sometimes even things that are man-made. Иногда даже вот изделия, сделанные человеком. I have a client who brought her son in. Однажды ко мне одна клиентка привела своего сына. He was 12 or 13. Ему было 12 или 15 лет, или 13 лет. He was born with full memory И он родился, сохранив полную память of having been a llama. того, как до этого был ламой. He would only eat 2 or 3 foods, Он употреблял в пищу только 2 или 3 продукта. like yogurts and К nuts. примеру, йогурты, орехи. He wouldn't allow his mother Он не позволял своей матери to cut his hair. стричь волосы. He would only wear the same outfit, И всегда носил только одну одежду. and he didn't want to talk И не хотел ни с кем because разговаривать. he insisted that we could talk with our minds. Он настаивал на том, что с ним можно общаться только телепатически. And he obviously had no friends Очевидно, что у него при этом не было друзей. and didn't get along in school. И в школе у него тоже было не очень-то хорошо. When he was visiting with me, Когда он пришел ко мне, I took him 2 of my son's toys. я дала ему 2 игрушки моего сына. They're called bionicles. Бионик, наверное, They're знаете. these weird, ugly boy toys. Конструкторы, такие уродливые игрушки для мальчиков. Такой мульт. Yeah. And I could see reality И я видела реальность through this young man's eyes. глазами этого мальчика, And I could tell подростка. И я почувствовала, that he could see a spirit in one of these что toys он обладает способностью, он увидел в одной из игрушек присутствие духа, and not in the other. а в другом нет.
So I said this out loud. Я сказал это вслух. And I said, oh, you get to play with this friend of yours. Я сказал, что хочешь поиграть с In the этим toy. другом в игрушке. He became furious. Тогда он очень сильно разозлился. He picked up the not conscious И взял toy вторую игрушку, которая не обладала and сознанием, he threw it at his mother. и бросил ее в свою мать. And he said, you told. Сказала, ты все рассказала, да? I had an experience for 3 days, У меня было переживание в течение 3 дней, several years ago, несколько лет назад, where I could see what was alive когда у меня открылась способность видеть объекты, какие из них живые in the physical world в физическом мире, and what was not. и какие нет. Everything alive was green, Все, что было живое, я видела зеленым. like bright neon green. Такого светлого, неонового, зеленого цвета. Stop signs, Даже знаки стоп, glasses of water, стаканы с водой, light bulbs. лампочки. It was very odd. Это было очень странное переживание. And some things did not have consciousness. Определенные объекты не обладают сознанием. But when I would look at those unusual objects Но когда я обращал внимание, смотрел на эти необычные объекты, that were alive, живые объекты, I could see that their true form я видела их истинную форму. existed in a different dimension. Я видела, что их истинная форма существует в другом измерении. So it would be as if the stop sign Как если бы знак стоп was a person somewhere, где-то в другом мире существовал как but личность. for God knows what reason, Но Бог знает по какой причине. a stop sign here. Здесь он проявился как знак стоп. When we approach the natural world, Когда мы обращаемся к миру природы, I find it helpful to remember я думаю, полезно помнить, that all plants что все растения and all animal и lives все животные are conscious. обладают сознанием. Not all of their intelligence Не все у них есть индивидуальный разум. might be present in the form, Не у всех разум присутствует в их форме. but they are conscious beings. Но они в любом случае сознающие существа. In my shaman studies В изучении шаманизма, on plants, for instance, к примеру, в изучении растений, we learned that it wasn't important мы узнали, что не важно, to actually work with the physical plant не столько важно работать с физическим растением, so much as to call upon сколько призывать the spirit of a plant. духа растения. And you can ask for the spirit of a plant Можно просить духа определенного растения to help you помочь вам. whether you have the plant or not. При этом не важно, есть ли перед вами само это растение или нет. Can I demonstrate on somebody? Могу ли я сделать демонстрацию с кем-то? Okay. Do you have any sort of physical challenge or issue? Если у вас что-то в физическом плане, с чем можно было поработать? Да, поясница болит и шея. I have pain in this area, lower Where is it? Can you touch it? back. Можно потрогать, прикоснуться? In here? Здесь? Okay. I'm going to ask for the right plant Я собираюсь спросить, or the spirits of the right plants. какое подходящее растение или дух самого подходящего растения, If they would be willing и если бы они, если они хотят to send their energy into her. направить в нее свою энергию. Now, I am not an expert Я не эксперт on herbs or plants, по растениям или травам, so all I can do is tell you поэтому все, что я могу сделать, это сказать вам a couple of the ones that I see. парочку, которые приходят ко мне, которые я вижу. But I am getting a sense of a tree, Я чувствую дерево, which I call the elm. я называю его вязь, And the yucca, также like a aloe vera kind of a plant, like a cactus. вроде кактуса, алоэ. It cools. It cools. Семейство, оно and обладает cleanses. охлаждающим эффектом и очищающим эффектом. So I think that the cooling agent Я думаю, что как раз охлаждающая составляющая, is going to decrease the inflammation, охлаждающее растение будет уменьшать воспаление. and that elm И вот дерево, will strengthen her tissue. оно будет
усиливать ткани. And then I'm also going to go back up to elemental. Вяз будет усиливать ткани. Я также собираюсь призвать элементы. And there'll be stone. Это будет камень. To help with the vertebrae. Камень, который поможет с позвоночником. Once again, I'm not doing anything. Опять же, я здесь ничего особенного не делаю. I'm asking that the spirits of the plants Я прошу, чтобы духи или растения, do the work. духи растений сделали необходимую работу. Okay, what are you feeling right now? Что вы чувствуете сейчас? Что у меня? Tingling sensation. The tingling is that there's actual biochemical changes. Вот это ощущение посипывания означает, что происходит изменение на биохимическом уровне. Like capillaries and veins opening up. Что капилляры, вены раскрываются. And muscle fibers rearranging. И мышцы также перестраиваются, связки. Now, again, I don't know what her back really needs. Ткани, мышцы. Я опять же не знаю, что на самом деле нужно ее пояснице. But I'm going to ask if there's any other nature beings to help. Я собираюсь спросить, есть ли еще какие-то существа природы, которые могут или хотят помочь. I don't really understand this picture. Я не очень-то понимаю эту картину. But in my head, I see a mountaintop. Но я вижу вершину горы, much like the Himalayas. Как в Гималаях. So there's probably a spiritual energy Так что, скорее всего, духовная энергия coming in as well. также приходит, чтобы помочь. Что вы чувствуете сейчас? Более так, как бы почти не прошло такое, как покой. The sensation disappeared. Now she feels peaceful in that place. That's good. That's the spiritual energy with the peace. Это хорошо. Это значит, что духовная энергия приносит это ощущение покоя. Good. And once again, we'll just ask that this continue. И опять же мы просим, чтобы процесс продолжился дальше. Thank you. Спасибо. We're going to briefly talk about animals. Мы вкратце поговорим о животных. And do a guided meditation. Проведем медитацию. And then you get a break for lunch. Затем сделаем перерыв на обед. Maybe in time for the rain. Может быть, дождь к тому времени. But somebody could pray to the rain gods. Пойдет. Но кто-то может помолиться And have them Богу wait. дождя, чтобы дождь попозже пошел. In North America. В Северной Америке and Central America, и в Центральной Америке many of the native or indigenous communities многие вот эти сообщества коренных жителей, аборигенов work with the spirits of animals, работают с духами животных, reptiles, рептилий and birds. и птиц. Each person has what is called a totem. У каждого человека есть то, что называется тотем. Certain animal spirits Это может быть дух животного, that provide you help, который обеспечит вам помощь, insight, дает вам понимание or some sort of vision. или определенное видение. Most indigenous communities В большинстве племен аборигенов have their young people молодые люди conduct vision quests. Проходят через такой поиск в плане видения. During which for 3 or 4 days and С nights помощью видения, в процессе которого в течение 3-4 ночей, you go alone and without food or water 3-4 суток они into nature, наедине остаются с природой без пищи. and an animal being И какое-то животное comes to you, посещает их. giving you your sacred name Оно открывает им их священное имя and helping you know your spiritual и purpose. помогает им раскрывать их духовную цель. Each form of animal, reptile, or bird И каждая форма животных, рептилий или птиц
has a different meaning. Имеет собственное значение. I have wolf, for instance. К примеру, у меня есть волк. Wolves are known for being community-oriented, Волки известны тем, что живут стаями. taking care of their families, Они заботятся о своих семьях and traveling in the dream dimensions. и путешествуют в измерении снов. Whenever something important is going to happen Каждый раз, когда должно произойти что-то важное in my life, в моей жизни, a white wolf appears in my dreams. ко мне во сне является белый волк. I also have dog as a totem. У меня также есть тотемное животное – собака. Anywhere I am, И где бы я ни была, if I feel unsafe, если я чувствую себя не в безопасности, a dog comes out of nowhere, сразу же ниоткуда появляется собака, walks with me, и она сопровождает меня, and usually leaves и обычно потом уходит, when I am safe. когда я оказываюсь в безопасности. Oddly enough, Как бы ни странно это было, almost all these dogs почти все эти собаки, have two different colors of eyes. у них глаза разного цвета. So we all have different totems. Так что у каждого из нас есть разные тотемные животные. And if we can open up to be able to be in relationship with them, Если мы достаточно откроемся к взаимоотношению с ними, they can help us through our они situations могут помогать нам в наших ситуациях, and serve as a partner. с- Partner with us, be a companion. быть нашими спутниками. Just because they are animals Просто потому, что они животные, doesn't mean they are less than us. это совсем не значит, что они являются чем-то меньшим, чем мы. Kathy, my friend in the Например, back, моя подруга Катя, is an expert on animals эксперт по животным and fairies. и по феям. She has 9 cats У нее 9 кошек and 3 и dogs, 3 собаки. and has learned И она научилась, that they all communicate. она знает, что они все способны общаться. They each have their own souls. У каждого есть своя душа. They're connected to a group spirit. И каждый из них связан с духом группы. So, different than us, И в отличие от нас, an animal, for instance, животное, к примеру, will be unique, может быть уникальным, but also tap into the entire species. но также она очень тесно связана с духом всего вида. And they also have guides. У них также есть наставники. Sometimes their spiritual guides are of the same as them, Иногда их наставник имеет ту же форму, and что они. sometimes they have people guides. Иногда у них наставники в человеческой форме. How many of you have ever worked with one of your totems? Кто из вас когда-либо уже работал со своим тотемным животным? A few of you. Good. All right, we are going to have all of us meet a totem. Мы собираемся сейчас все, каждый из вас, чтобы встретил ваше тотемное животное. And then you will really need to walk around И тогда вам действительно уже and надо get будет something to eat. пойти погулять и что-то поесть. One more meditation before break. Еще одна медитация перед перерывом. Close your eyes. Закройте, пожалуйста, глаза. We are going to conduct this as a shaman's journey. Мы проведем эту медитацию как Shamans go down шаманское путешествие. through Шаманы their bodies отправляются вниз через свое тело, into nature в природу or into the underworld. или в нижний мир. And you are going to journey down in your body, Сейчас вы будете переместитесь вниз по своему телу. first taking a few deep breaths Сначала сделайте несколько глубоких вдохов. and beginning in your heart. Начинайте со своего сердца. Focus in the middle of your heart. Сосредоточьтесь в центре вашего сердца. This is your heart space, Это пространство вашего your сердца, spirit space. ваше духовное пространство. And it interconnects И оно взаимосвязано to the center of every other chakra. с центром каждой другой чакры. From your heart, Из своего сердца you can look down вы можете посмотреть вниз or sense или what is down. почувствовать то, что находится внизу. And you will imagine И вы можете представить a big tunnel. большой тоннель. Some people see it as white, Некоторые видят его белым, some as dark. некоторые темным. But I invite you to begin to slip down this tunnel Но сейчас я приглашаю вас скользить вниз по этому Down. тоннелю, through your body, вниз через ваше тело, through your feet, через ваши стопы, into your 10th chakra. вашу 10-ю чакру. This is the chakra below your feet. Эта чакра располагается под стопами. You are now in the center of this chakra. Сейчас вы находитесь в центре этой чакры.
Within here, И здесь, you see or sense another tunnel. внутри нее вы видите еще один тоннель. This is the tunnel that will lead you to your totem. Это тот тоннель, который приведет вас к вашему тотему. Knowing that you are safe, Чувствуя себя в полной безопасности, for you are held within nature чувствуя себя в руках природы and within yourself. и в себе. Begin to journey down this second tunnel. Начинайте путешествие по этому второму тоннелю. You are traveling into the earth. Вы путешествуете You are traveling into the fairy realm, внутрь Земли, into the realm of nature. в мир фей, в мир природы. And at the end of the tunnel, И в конце тоннеля there is a great space, вы видите большое пространство. an outdoor space, Вы видите выход наружу. and there a being presents itself to you, И там появляется какое-то существо, a которое being of nature. представляет себя вам, существо природы. This is a spirit Это дух, that wants to work with you, который хочет работать с вами, be in relationship with you, хочет иметь с вами взаимоотношения, and be a companion to you. хочет быть вашим спутником. What kind of being is it? Что это за существо? And ask it what its name is. Спросите, как его зовут. Ask it also what it wants to call you. Спросите также, как оно хочет называть вас. Ask it to describe or show you Попросите его описать или показать вам its special qualities. его особые качества. What is it here to teach you? Чему оно должно вас научить. What does it want to show you? Что оно хочет показать вам. How has it been or will it Как оно было или будет. relate to you in everyday life? Каким образом оно было или будет связано с вами в вашей повседневной жизни. And what does it want you to share with it? И чем бы оно хотело, чтобы вы поделились с ним. All relationships are teacher-student. Все взаимоотношения, во всех взаимоотношениях мы чему-то учимся. Going both ways. Учимся друг у друга. I'd like now that the two of you Сейчас я хочу, чтобы вы оба converse побеседовали, and пообщались discuss anything important и обсудили все, что важно to your relationship. для ваших взаимоотношений. And then ask it how you will know it Теперь спросите, как вы будете его узнавать in your everyday life. в повседневной жизни. It's time to leave this dimension Настало время оставить это измерение and to come back through the tunnel. и вернуться назад по тоннелю. But know that this being will be Но знайте, что это существо будет in the third dimension, will you? With будет you сопровождать вас в трехмерном пространстве, when you arrive back in your body. когда вы вернетесь в свое тело. Very slowly Очень медленно come back through the tunnel into your 10th chakra. возвращайтесь по тоннелю в вашу 10-ю чакру. Really feel your connection to the earth По-настоящему ощутите вашу связь с Землей and to all the life of the earth. и со всеми формами жизни Земли. And then come back up И возвращайтесь вверх through the channels of light, через каналы света, through the chakras, через чакры, into your heart. в ваше сердце. Take a few deep breaths Сделайте несколько глубоких вдохов and sense the presence of your companion и ощутите присутствие вашего спутника now with you. сейчас рядом с вами.
can open your eyes when you're ready. Когда будете готовы, можете открывать глаза. Thank you for taking that journey. Спасибо вам за это путешествие. I hope you had a good lunch break. Надеюсь, вы все как следует пообедали, отдохнули во время перерыва. I had tea, coffee, and bananas, so I could go forever now. Мне удалось покушать бананы, кофе, чай, поэтому я сейчас могу еще долго продолжать. Any questions from before lunch? Есть ли вопросы, которые возникли с материала, который был утром? We're going to work in what I call the middle earth or the human plane. Мы собираемся поработать с тем, что я называю средний уровень Земли, средний мир. Explaining all the different ways that we as human beings manifest. И рассмотрим различные способы, какими мы, как люди, проявляемся. What kind of forms we have inside of ourselves. Какие формы присутствуют внутри нас? What we can look like outside of ourselves. Как мы можем выглядеть в других формах? And what happens through the death and dying process. И что происходит в процессе смерти, умирания? And when we return. И когда мы возвращаемся. So we'll be covering a lot of information in this section. В этой части нашего семинара мы охватим большое количество информации. And doing some more interaction. Также будем с вами еще отвечать на вопросы и взаимодействовать дальше. So by the time you're really tired and worn out, и к тому времени, когда вы уже по-настоящему устанете, we'll be playing more with the angels. Мы поиграем с ангелами. All right. There are many aspects or parts of ourselves within ourselves. Внутри нас существует множество наших аспектов или частей нас. And I want to briefly describe some of these self-aspects. Я хочу вкратце описать эти аспекты нашего «я». Most therapy processes are aimed at getting to one of these. Большинство терапевтических процессов работают с одним из этих аспектов. If you've done some emotional or mental growth work or therapy, если вы проходили через какой-то процесс эмоционального роста или терапии, you've probably been taught that you have an inner child or inner children. Или психологический процесс, вам скорее всего объясняли, что у вас внутри есть то, что называется внутренний ребенок. As we're growing up, по мере того, как мы растем и взрослеем, there are experiences that traumatize us. Те переживания, которые травмируют нас, if we can't work them through, если нам не удается проработать их, that part of ourselves stays young. То какая-то часть нас остается в том возрасте. Waiting for an opportunity to be invited forth. Застревает там и ждет возможности, чтобы ее пригласили дальше. And to heal. Чтобы ее исцелили. I, for instance, for many years. К примеру, я в течение многих лет. Had a condition called arrhythmia. У меня было то, что называют аритмия. Where under certain stressful situations my heart would beat erratically. Когда в определенных ситуациях мой сердечный ритм сбивался. And I worked on it in many ways. Я работала с ним, пыталась исправить его разными способами. For many years. В течение многих лет. And it's really 99% cured. И он исцелился на 99%. The final healing occurred. Конечное исцеление произошло, when I saw myself as age 6. Когда я увидела себя в 6-летнем возрасте. And my 6-year-old self was in my heart. И мое 6-летнее я было в моем сердце. Very angry at my family. Очень разгневанное на мою семью. But also hiding from them. Также она пыталась скрыться от них. So whenever circumstances occurred in life, так что каждый раз, когда в жизни случались обстоятельства, that were similar to some of the negative ones, похожие на какие-то негативные переживания с прошлого, that happened in my family,
которые происходили в моей семье, this 6-year-old self это 6-летняя я would start beating on my heart muscle. начинала колотить мою сердечную мышцу. And my heart would get arrhythmic. И у меня возникал сбой ритма сердца. It was so dramatic И это было так серьезно, that when any member of my family was drinking too much alcohol, что когда любой из членов моей семьи слишком много выпивал in present day time, в настоящее время, and they were far away from me, и даже если они были далеко от меня, and I didn't consciously know that they were drunk, и я сознательно не знала, что они напились, my 6-year-old knew, мое 6-летнее я чувствовала это. and she would start beating on my И heart. начинала колотить мое сердце. I finally figured it out Наконец я узнала об этом, when I had an episode, когда у меня случился такой случай. and I called my mother for help Произошло, когда это случилось, я позвонила матери за помощью. at like 11 p.m. Это было где-то в 11 вечера, and she was drunk. и она оказалась пьяной. So I had to help the 6-year-old И мне пришлось помочь этой 6-летнему to моему heal я and to come forth. исцелиться и восстановиться. Almost all of our healing situations Почти во всех ситуациях исцеления. are going to involve an inner child. Почти все они связаны с нашим внутренним Now, ребенком. that inner child Этот внутренний ребенок, will mirror он как зеркало отражает the dysfunctional beliefs вот эти вредные убеждения, in the soul. бесполезные убеждения в душе. Your soul Наша душа, is like a child part она как часть ребенка, of your greater spirit. это как часть вас, ребенок в вас, часть вашего духа. To me, it works like this. Для меня это действует так. Once upon a time, Однажды we were all in the greater spirit or the source. мы все были в едином источнике, в великом духе. Our individual spirits И наши индивидуальные духи, are like sparks in that sun они как искры в этом солнце великом. and journeyed out to gain experience. И им потребовалось выйти из него, чтобы получить собственный опыт. But no, they remain connected through this sunbeam. Однако они постоянно поддерживают связь с великим целым, словно через солнечный луч. In order to really learn from Чтобы experience, по-настоящему научиться чему-то из своих переживаний, as well as achieve our spiritual purpose, также достигать своей духовной цели, which is unique to each of us. которая уникальна для каждого из нас. Our spirits slowed down and created an aspect Наш дух, он замедляется и создает аспект called the soul. нас, который называется душа. Your soul is that part of you Душа — это та часть вас, that travels lifetime to lifetime, которая путешествует из жизни в жизнь, lives its purpose, живет, достигает свою цель, but in the learning becomes damaged. но в процессе обучения она может повреждаться. That damage И эти повреждения is translated into negative beliefs, предстают в форме негативных убеждений, which when we're entering the body, которые, входя в наше тело, get loaded into the subconscious. затем загружаются в подсознание. And it's that subconscious that runs our lives. По сути, именно подсознание управляет нашей жизнью. When we're children, Когда мы были детьми, we go through life experiences, мы переживаем различные ситуации. living out our family's belief systems. И часто мы проживаем то, что соответствует системе убеждений нашего рода, нашей семьи. But they only really become problems Но это становится проблемой. when they mirror the subconscious beliefs. Проблемы возникают, когда они начинают отражать подсознательные убеждения. So you can heal almost everything. Поэтому почти все можно исцелить. Working with the inner child, Работа с внутренним ребенком, or your subconscious, или со своим soul. подсознанием, или со своей душой. all have the same issues. Все это связано. We have other aspects of ourselves that can help. Есть и другие аспекты нас, которые могут быть полезны, And very few therapists know about these parts of которые ourselves. могут помочь. И очень мало кто из терапевтов знает
об этих частях. Even though we have this so-called wounded inner child, Даже хотя у нас есть этот травмированный внутренний ребенок, we have two other child parts. у нас есть еще две детские части. There's the innocent child. Есть еще так называемый невинный ребенок. This is the part of you that believes and knows it's never been wounded. Это та часть нас, которая уверена, убеждена, что ее невозможно никогда повредить, причинить ей вред. When I was healing my wounded 6-year-old self, Когда я исцеляла свое 6-летнее я, травмированное я, I worked with an acupuncturist я работала с человеком, специалистом по акупунктуре, who brought forth my unwounded innocent self. который задействовал мое нетравмированное, невинное я, And she really wounded the inner child. которая Healed the wounded child. в свою очередь по-настоящему исцелила травмированное внутреннее And the дитя. problem began to disappear almost Тогда immediately. проблема начала исчезать. We also have a dream child. У нас также есть ребенок мечты или ребенок снов. Many Polynesian, Australian, Hawaiian traditions Многие полинезийские, австралийские, гавайские традиции. believe that we're just dreaming this reality. Люди верят в них, что то, что мы видим в реальности, нам просто снится. And there's an innocent child within us И внутри нас есть невинный ребенок, who's creating this dream. которому это все снится. But most of these dream children Но большинство из этих так называемых детей снов are in our auric field, находятся в нашем поле ауры, not in the body. а не в теле. When you're meditating, Когда вы медитируете, I would encourage each of you я бы советовала каждому из вас to find this dream child, находить этого ребенка снов, bring him or her into your который heart. находится во сне, призывать его к себе в сердце. Your soul or the dream child Ваша душа или ваш ребенок need to be in the physical body. снов, важно, чтобы он оказался внутри вашего физического тела. If you're going to get actual change in your life. Если вы хотите действительно произвести перемены в своей жизни. Unfortunately, in most spiritual К groups, сожалению, в большинстве духовных групп we learn to leave our bodies нас учат тому, как бы лучше выйти из нашего тела. or just meditate in the higher chakras. Или просто медитировать где-то в высших чакрах. But physical reality Однако физическая реальность is based in the infrared energies основана на инфракрасных энергиях, that run from, say, your stomach down. которые начинаются из области живота и ниже. The ultraviolet energies Ультрафиолетовые энергии run from somewhat the heart up. начинаются из области сердца и выше. So you need to affect change in the infrared frequencies Поэтому важно, чтобы изменения происходили также и в инфракрасном диапазоне, to get actual physical change. чтобы они происходили реально физически. We also have Также у нас есть a God self. божественное Я. This is the part of us that knows that is completely connected to God. Это та часть нас, которая знает, что она полностью имеет полную связь с Богом. For many of us, this is what keeps us going. Для многих из нас это именно та часть, которая позволяет нам переживать все, что угодно и двигаться дальше. When life is really hard. Особенно в трудные моменты жизни. A lot of children who are seriously abused Многие дети, которые претерпевающие надругательство, насилие в детстве, open up this God self открывают это божественное Я and live more in the psychic realms и больше смещают свое внимание в психическую сферу, than in the everyday world. чем в повседневной жизни. So here's another place from which to open your spiritual gifts. Так что это еще одна область, в которой вы можете раскрывать свои духовные дары. We also have a primal self. У нас также есть то, что называется наше первичное Я. There are three main areas in the brain. Наш мозг состоит из 3 основных областей. There's the higher brain, Есть, что называется, высший мозг, which also connects with the higher chakras связанный также с высшими чакрами, and the higher heart. с верхними чакрами и с верхним сердцем. And that aspect runs our spiritual energies Этот аспект управляет и духовными энергиями, and our higher learning. и высшей формой обучения. There's the middle brain, Есть и средний мозг, which relates to the part of the brain called the mammalian brain. связанный с тем, что называется мозг млекопитающих. This is the animal self,
Это наше я, как бы вот животное я, that can be social and interact, отвечающее за наше социальное взаимодействие, but also runs our everyday lives. и также управляющее нашей повседневной жизнью. It also connects to the middle heart, В свою очередь, оно также связано с средним сердцем. which is just where we make normal life decisions. Это та область, из которой мы принимаем обычные решения в повседневной жизни. There's also the lower or reptilian brain, Есть также то, что называется нижний мозг или мозг рептилий, which connects in with the lower heart, связанный с нижним сердцем, where a lot of our problems sit. где много наших проблем находится. This is the fight or flight part of who we are. Это та часть, которая отвечает за непосредственно за выживание, за синдром сражаться или убегать. This relates to our subconscious, Это связано с нашим подсознанием, which wants to survive, которое в первую очередь озабочено тем, чтобы выжить. even if it means being mean, Даже если это означает проявить какое-то насилие по отношению к другим, быть грубым, or violent, проявить насилие, or acting in a non-spiritual way. или действовать как-то недуховно. So the primal self Итак, первичное «я» is the healthy self – это здоровое «я», that can run our survival mechanisms отвечающее за наши механизмы выживания, in a way that's compassionate and can build community. Таким образом, чтобы это было связано сопровождалось состраданием и общением, общностью с другими людьми. And there's also a master self, Существует наше «я» мастера, which I'll introduce you to. с которым я вас познакомлю. This is the self who has achieved full mastery Это то наше «я», которое достигло полного мастерства of your spiritual purpose. в вашей духовной цели. A lot of people, when they see spirits Многие люди, когда они видят духов or receive или messages, получают послания, think that they're seeing an external entity, им кажется, что они видят каких-то существ извне. but they might also actually be seeing a part of Но themselves. очень может быть, что они действительно видят части себя. In many nightmares, for К instance, примеру, во многих кошмарах people see monsters люди or видят разные very чудовища, scary figures. какие-то пугающие образы. Those are often aspects of, say, the inner child, Но часто это могут быть и аспекты их самих, допустим, это может быть состояние их внутреннего ребенка, or perhaps a past life self либо я связанное с каким-то прошлой жизнью, that needs attention or healing. который требует к себе внимания и исцеления. So I always ask people when they're getting a vision Поэтому, когда к людям приходит какое-то видение, я всегда прошу их to ask if what they're seeing is something different узнать и спросить, видят ли они что-то, пришедшее к ним извне, or is a part of who they are. или они видят часть самих себя. Okay. Any questions on this? Есть ли вопросы по этому материалу? Yes. Очень интересно, вы сказали о невинном ребенке. А есть место обитания для него внутри? И может быть с какой-то чакры? Very interesting what you mentioned about innocent child. Is there some special place of residence for him in our body or some chakra resides? That's a great question. The innocent child should be living in the heart. Это очень хороший вопрос. Лучше всего, когда невинное дитя, невинный ребенок находится у нас в сердце. For most of us, however, it lives in the first chakra Однако у большинства он живет в первой чакре, because it hasn't really been born потому or что он birthed. как бы по-настоящему не родился, еще не вырос. And down in the first chakra И там в первой чакре is actually more like a block. это образует что-то вроде блока. If it's stuck there, it's blocking the life energy, the kundalini, Если он там застрял, то он блокирует энергию жизни кундалини, from moving up in the body. не позволяет ей двигаться дальше вверх. But when we're very traumatized during childhood, Но когда если мы пережили сильные травмы в детстве, the subconscious or the soul подсознание или душа cannot accept that we really are pure and innocent. наша становится неспособной больше принимать себя
чистым и невинным существом. So it keeps repressing the innocent Оно child. начинает подавлять наше невинное дитя. Many of these really wonderful spiritual experiences, Многие вот эти прекрасные, чудесные духовные переживания, where you see the light, в которых вы видите какой-то свет, your heart ваше opens, сердце раскрывается, is the innocent child opening up inside of the heart. является ничем иным, как процессом раскрытия невинного ребенка в сердце. Any other questions? Есть ли еще вопросы? А может быть внутреннее я, например, если в жизни женщина, а внутренний ребенок мальчик. Is it possible if I'm a woman, for example, and my inner child is a male? Absolutely. Yes. You will have inner children that are male and female. Конечно, может. Более того, внутренний ребенок, он может быть как мужчиной, так и женщиной. I'm glad you brought up that point. Хорошо, что вы спросили об этом. Because all the way through life, Потому что в течение жизни we have male and female sides. у нас проявляется как мужской, так и женский аспект нас. And so when I'm working with the inner child, Когда я работаю с внутренним ребенком, I often have people work with a female and male часто я прошу людей работать как с мальчиком, так и с девочкой of the same age. того же самого возраста. Yeah. A lot of your nightly dreams Многие то, что вы видите во сне, reveal these different parts of yourself. многие сны открывают вам эти различные части вас. And an easy way to work with them И самый легкий, простой способ, как с ними работать, is through something called dialoguing. через то, что называется диалог. So let's say there's a monster in your dream. Допустим, вам во сне является какое-то чудовище. Get a piece of paper Возьмите листок бумаги, and, write down monster напишите чудовище. and let it talk to you. Write down what it would say to you. И затем позвольте ему говорить с вами, запишите то, что оно будет вам And then говорить. write down what your adult would say to it. Затем напишите, что бы вы, как взрослый человек, могли ему And сказать. keep that dialogue going И продолжайте этот диалог, until you get to a resolution. пока вы не придете к какому-то решению. Any other questions? Есть ли еще вопросы? Yes, go ahead. Когда мы работали со стихиями, я увидела в стихии воды девочку, которая сидела в фонтане, но, будучи, находясь в воде, она все равно жаждала пить. Она оставалась вот жаждущей. When we were working with elements, I saw an element of water and I saw fountain, and inside the fountain was a girl, but even though she was in fountain, she was still wanting to drink. И в теле у меня физическом нарушение водно-солевой барьера. And I have in my body, physical body, disturbance of the water salt interchange. Cell salts. Kidneys. Это связано с почками, вряд ли, да? So you're probably I think you're dealing with the innocent child there. Я думаю, вы, скорее всего, как раз при этом работали с внутренним невинным ребенком. And with depletion from childhood. Да. Depletion, a lack from childhood, something she didn't get in childhood. Чем-то, что вы недополучили в детстве. So I would dialogue directly with her. Я бы на вашем месте непосредственно с ней пообщалась, When you're meditating, с этой девочкой and find out what else she needs besides the water, в медитации, узнала бы ее, что еще ей необходимо, кроме воды. because the water's not doing it. Потому что это не вода решает проблему. And like you're saying, is causing a disturbance probably in your kidneys. И как вы сказали, она вызывает нарушение у вас водно-солевого обмена, скорее всего, это происходит в почках. And with the electrolytes in your heart. И нарушение электролиза в теле. My intuition on it Моя интуиция подсказывает, would be to work with an element we didn't talk much about, что вам стоит поработать с элементом, о котором мы немного говорили, which is called star, который называется звезды. which is ether or spiritual truth, Звезда. Он связан с эфиром или с духовной истиной, together with fire or passion. так же как огонь и страсть. So see if she can open to that energy, and it might bring her into your body. Поэтому попробуйте помочь ей открыться к этой энергии, проявиться ей в теле.
Эта девочка боится быть неправой. This girl is afraid to be wrong, Виновной. to be guilty. That's because she's not. She's innocent. Это именно потому, что она невиновна, она невинна. So I would talk to her about that you, no matter what we've gone through in life, Я бы на вашем месте поговорила с ней, потому что неважно, что бы мы ни пережили в жизни, underneath we're untouched and pure. глубоко внутри себя мы остаемся чистыми и нетронутыми. Okay, right. Now, these are some of the parts of ourselves that can cause disturbance and healing. Это некоторые наши части, которые могут вызывать у нас как проблемы, так и приводить к исцелению. And they can also appear as if they're spirits. Они также могут являться к нам как их духи. But so can other human beings, or dead or alive. На это же самое способны и другие живые существа, люди, которые живут в этом мире. How many of you have seen or been around ghosts? Кто из вас видел или был в присутствии привидений? A few of you. All right. Okay. I want to talk a little bit about what happens through death and the worlds beyond. Я немного расскажу о том, что происходит после смерти и в потустороннем мире. And do some processes around that. И мы рассмотрим процессы, So that you can better understand the kinds of spirits that are in human form. Так, чтобы вы лучше поняли тех духов, которые связаны с человеческой формой. That would be helpful or not helpful. Которые могут быть полезными или нет. And for you to see where you've been. Чтобы вы сами определили, где были вы. In between lives. В промежутке между жизнями. And in other lifetimes. И в других жизнях. Has anybody here ever had a near-death experience? У кого-то здесь был околосмертный опыт. Okay. Okay. All right. Yeah. Well, and typically the near-death experience describes part of what I'm saying. Обычно такой опыт описывает частично то, о чем я говорю. But not necessarily everything that transpires for the soul that remains departed or dead. Но не обязательно то, что it's different if you come back than if you remain dead. Но на самом деле все-таки есть разница, что вы переживаете, если вы возвращаетесь потом или если вы уходите насовсем. When you're going to die, the body begins to prepare. Когда вы должны умереть, то тело заранее начинает подготавливаться к этому. Usually about 5 to 7 years before the soul is actually going to leave. Обычно за 5 или 7 лет перед тем, как душа должна уйти из тела. Now some souls leave really fast. Некоторые души уходят очень быстро. With no preparation. Даже без подготовки. But this is the typical process. Но типичный, обычный процесс следующий. And during the dying process, таков, что идет подготовка, и во время умирания all the chakras shut down. Все чакры закрываются. And the auric fields get closer and closer into the body. Поле ауры все ближе и ближе приближается к телу. Until you're only in the heart. До тех пор, пока оно остается только в сердце. At which point, when the soul begins to leave, и в тот момент, когда душа начинает уходить, it becomes aware of two main tunnels. Душа начинает видеть два главных тоннеля. Most people report seeing them as white, but you can see them as dark too. Большинство людей говорят, что они видели их белыми, но их можно видеть и темными тоже. One of the tunnels leads up and out through the fifth dimension. Один тоннель ведет вверх, наружу через пятое измерение. Which takes us out of time and space. И выводит нас за пределы времени и пространства. The other tunnel has many branches. Другой тоннель имеет множество ответвлений. And it will take us back into the third dimension. И он приводит нас обратно в третье измерение. Where we are. Где мы находимся. Or the fourth. Либо в четвертое. Which is kind of back into the reincarnation cycle. И это, в принципе, связано с циклом перевоплощений. Or the second dimension. Или во второе измерение. Which is comparable to the Catholic purgatory. Который можно сравнить с
just like a waiting stage. с местом ожидания. Or the first dimension, Либо в первое измерение, which some souls would experience as hell. которые некоторые души могут ощутить. There ад. isn't a hell, Ада не существует. but our beliefs will create the choices, they'll shape the choices we make. Но часто именно наше убеждение, наша вера, определяя наш выбор, создает подобную реальность. So if somebody feels really bad about themselves, Поэтому, когда кто-то чувствует себя действительно нехорошим человеком and they believe they'll be punished after death, и полностью уверен, что его ждет наказание после they might смерти, actually go to a dimension that's so low он действительно может попасть в это очень низкое измерение that they experience it like hell. и будет ощущать его как ад. Ghosts Привидения or phantoms или фантомы are the beings that come out through the third dimension. — это те существа, которые приходят через третье измерение. They just stay here. Они просто остаются здесь. They're not necessarily helpful spiritual guides. Совсем не обязательно, что они могут стать вашими полезными духовными наставниками. There are many reasons a soul would not want to leave. Бывает множество причин, по которым душа не хочет уходить. Some of them feel like they haven't finished with their earth goals. Некоторые могут чувствовать, что они еще не закончили со своими земными целями. Some of them are angry and resentful and want to get revenge. Некоторые из них очень разозлены и хотят отомстить за что-то. Some, like a mother of young children, don't want to leave their Некоторые loved ones. просто привязаны к кому-то, как мать, оставившая маленьких детей. Some don't even know that they're dead. Некоторые все просто не осознают, что они умерли. And in some cultures, they invite the departed soul to stay and become an ancestral helper. А в определенных культурах специально просят ушедших предков оставаться и помогать своему роду. I'll give you an example of the last two Я situations. приведу вам пример последних двух ситуаций. A couple years ago, my son, when he was 5 or 6, Пару лет назад мой сын, которому было тогда said he 5 couldn't sleep in his room. лет, не мог спать в своей комнате. So he kept coming to sleep in my room, Он постоянно приходил спать ко мне в комнату. which made it hard for me to sleep. Тогда мне становилось трудно спать. So after a while, I would go to sleep in his room, Поэтому через какое-то время я шла спать в его комнату. and I figured out why he couldn't sleep. И я поняла, почему ему было трудно уснуть. All the toys started talking. Все игрушки в его комнате вдруг начинали говорить друг с другом. I would just fall asleep, Я просто пробовал уснуть. and his King Kong would start roaring. Я пытался уснуть, а какой-нибудь Кинг-Конг начинал рычать. Or a toy whose name is Buzz Lightyear Или там одна игрушка такая маленькая would start saying, I am Buzz Lightyear. начинала представляться. And things would fall from the walls. Со стен все падало, с полок. So after a while, I asked what's going on. Через какое-то время я начала спрашивать, что же происходит. And I got an image of maybe 6 or 7 little children's souls. И ко мне пришел образ 6 или 7 маленьких детей. That these children had died, Это были души детей, которые умерли. but they didn't know they were dead. Но они еще погибли, еще не знали, что они умерли. And they couldn't see the angels of death. Они еще не видели ангелов смерти. So they came to play in Gabriel's room. Поэтому просто зашли в комнату Габриэля, чтобы поиграть его игрушками. When a departing soul is very young, Когда уходящая душа уходит в молодом возрасте or they die in shock, или умирает в состоянии шока, a lot of times they do not know that they're dead. часто она не осознает еще, что умерла. And so then it's our job as the living Поэтому наша задача to help show them a way. живых людей помочь им найти способ So that's one of the many situations that can идти happen. дальше. Так что это одна из ситуаций, которые могут Many cultures, especially more Eastern like Chinese and Japanese, во многих культурах, особенно в восточных, как в китайской, в японской, ask that some of their ancestors stay to help. они просят некоторых своих уходящих предков оставаться и помогать. And they give offering or energy to the И ancestors. они делают им подношения, предлагают им какую-то энергию. In Madagascar, for instance, К примеру, в Мадагаскаре the dead aren't buried for 2 years. они не хоронят
уходящих родственников в течение 2 лет. They're placed underneath trees Они кладут их под деревом so their spirits can continue to help. в лесу, чтобы их дух оставался и помогал им. And then they're set free. А только потом их отпускают. Now, not all of these ancestral spirits Однако не все эти духи предков are helpful. могут быть полезны. Many problems are caused Очень многие проблемы by spirits that don't leave. причиняются духами, которые не идут дальше. They stay with the family system Они остаются со своими родственниками and keep bothering or living off of the new generations. и продолжают их беспокоить, либо живут, питаясь энергией новых поколений. Many times they form what's called cords Часто они образуют то, что называют эти шнуры, or bindings либо завязки, привязки, energy markers энергетические маркеры, or something called curses. или то, что называют проклятие. Now, how many of you have worked with cords? Кто из вас работает с этими шнурами? Yeah, a few of you. These are extremely important in healing work. Или жгутами. Очень важно знать о них в целительстве. These are energy connections between people. Это энергетические каналы, связывающие людей, They're established between the living и которые образуются между живым человеком, or the living and the dead. между живыми людьми, либо между живым и ушедшим. And they're contracts that limit the connection. И They're contracts that make somebody lose energy. они приводят к тому, что живой человек теряет энергию при этом. If you have a cord with somebody, Если у вас такой шнур к кому-то тянется, you're probably losing some of your necessary life energy, скорее всего, вы теряете большую часть своей жизненной энергии and you're taking in somebody else's energy that's not good for you. и принимаете при этом чужую энергию, которая может быть для вас совсем не полезной. And many of these cords Многие подобные шнуры или жгуты are passed down in families, передаются в семье as are curses. из поколения в поколение, так же как проклятие. Say you had a grandfather 5 generations back Допустим, у вас есть какой-то предок, дедушка, прапрадедушка, who angered somebody, который злился на кого-то, and that other person put a curse извините, разозлил кого-то. or a И negative spell on your тогда grandfather. тот человек может проклясть или послать негативную энергию на вашего прадедушку. And said, you'll never now have any money. Может проклясть ее и сказать, у тебя проклинаю тебя, чтобы у тебя не было больше никаких денег. Those kind of curses get passed down in families. Подобные проклятия могут передаваться через поколение. So they might be affecting you, От одного поколения к другому. Они могут не влиять на вас. and you never did anything to create the situation. Может быть так, что они влияют на вас, а вы сами ничего не сделали, ни в чем не виноваты, что они появились. There's also something called an energy marker Есть то, что также называется энергетические маркеры. that energetically looks like an X on a part of your body. Энергетически они выглядят как кресты, зачеркивающие кресты It's на like a curse, определенных частях вашего тела. Они подобны проклятиям, but it tells somebody to treat you wrong. но по сути они просто призывают кого-то неправильно с вами обращаться. So say you grew up thinking that you were bad Допустим, вы выросли с ощущением, что вы нехороший человек, because you're psychic. просто потому, что у вас развиты психические способности. You may have a big X over the area of the psychic gift, Тогда у вас может быть большой крест на области, отвечающей за эти and that will способности. tell people who don't even know you И этот крест будет как бы сигнализировать людям, которые даже не знают вас, to treat you bad призывать их обращаться с whenever you вами use your gifts. неправильно, недолжным образом, каждый раз, когда вы пользуетесь своими дарами. Isn't this depressing information? Разве эта информация не способна привести в уныние? There's one more type of energy situation Есть еще один вид энергетических ситуаций, called a binding. который называется связки. These often wrap. They're like energies that wrap families together. Это такие энергии, которые часто связывают людей или целые семьи друг с другом. So when you start to act different than you were supposed to И таким образом, что если вы начнете действовать по-другому, чем when you вы were growing up, должны, когда растете, взрослеете, that whole family
system snaps you back. то вся система семьи затягивает вас обратно. Let's say your family believed that it wasn't good to have money. Допустим, в вашей семье бытует, в вашем роду бытует убеждение, что нехорошо иметь много денег. Every time you start to make money, Тогда каждый раз, когда вы начнете зарабатывать that деньги, family binding will snap you back то вот эти семейные завязки, они будут просто утягивать вас обратно. and stop you from being prosperous. И не будут не позволять вам становиться процветающим человеком. These are some of the situations Это некоторые ситуации, that we want to alleviate or relieve. с которых лучше избавляться, исправлять их. Any questions on that? Есть ли вопросы на эту тему? Yes. Как тогда нужно работать с этим? Как избавляться от маркеров, от связок и тому подобное? Then how should we work on it? How can we get rid of this? We're going to do some work on them right now. Прямо сейчас мы сделаем некую работу. Is there anybody who thinks they might be affected by any kind of cord or binding or Если кто-то, something from their кто family? чувствует на себе влияние какой-то подобной Do вещи you want to come up? Is it okay своего with рода you? или семьи, Yeah. Okay. What is it that you're aware of? что вы чувствуете, что вы осознаете? По женской линии какие-то отношения женщин в нашем роду к мужчинам, а отсюда проблемы физического. Female line, she feels some mistreatment or some wrong relationship of women toward men. Okay. All right. And so oftentimes gender problems Часто проблемы между полами are passed down through a family system. передается от одного поколения к другому по All right. роду. So we would naturally look Поэтому, естественно, смотреть, for some sort of a cord or a curse в or a таком случае binding. искать какой-то вот шнур или проклятие или связку. Now I work by using my psychic vision, Я работаю, используя свое психическое видение. but you can also feel where something like this might be Вы также можете почувствовать, где что-то находится in your own body. в своем собственном теле. So when I just ask if there's some sort of restriction, И поэтому, когда я просто спросила, есть ли какое-то на вас ограничение, where do you feel anything in your body? где вы чувствуете что-то в своем теле? Ну, во-первых, грудь у меня Это chest, Yeah. И вот такой участок. some spot in the spine. See? And you'll usually be able to feel it. Обычно это можно, целитель может это почувствовать. Now, I work with anything that seems negative Я работаю со всем, что может показаться негативным. in a very simple way. Очень просто. I go through the cord Я прослеживаю этот шнур and try to connect with the being or the person that started it. и пытаюсь связаться с тем существом, с личностью человека, от которого он произошел. And I send healing to that person or figure. Затем я направляю исцеление тому человеку или тому существу. So you actually work backward through time. Поэтому, по сути, вы работаете, обращаясь назад во времени, You're going back into their life, that person's life. возвращаетесь назад в жизнь того человека. You might also find yourself going more out into the heavens or outer space, Может, вы заметите, что при этом вам придется отправиться куда-то в другой мир, to what's called an entity, в небеса или даже в рай, which is the soul that's not in a body. другой мир, к тому, что называется иная сущность, которая не находится в физическом мире And I look for the white energy or the spiritual essence, или в мире людей. И при этом я ищу белую энергию или энергию сущности. and just ask that there be sent healing to the being through their essence. И просто прошу, чтобы тому существу было направлено исцеление через его сущность. That usually heals the problem all the way through time. Обычно это полностью решает всю эту проблему с того времени и на всем промежутке. A lot of people try to pull the cords out, Многие люди пытаются физически срывать эти шнуры, отрывать их, разрывать. but if you don't heal the origin, Но если вы не исцеляете причину, the cords come back. они возвращаются. And not all these cords or energies are going to be to the deceased, to the people who are dead.
И не всегда бывает, что на другом конце шнура находится ушедший, умерший человек. I worked with a woman, for К instance, примеру, я работал с одной женщиной, who had been separated from her husband for 6 years. которая уже 6 лет была разлучена со своим мужем. And she couldn't let him go. She wouldn't divorce И она him. до сих пор не могла его отпустить. And so we eliminated the cord, И поэтому мы удалили шнур, her connection to him, ее связь с ним. and she was fine. И с ней стало все She в was done порядке. with him. Она его отпустила. She hadn't talked with him for a year. Она не разговаривала с ним целый год. He called during our session, И прямо во время сеанса он позвонил. and he kept trying to get a hold of her И старался как-то завязать с ней for отношения weeks. в течение нескольких недель. But she was done with him. Но она уже покончила с ним и не хотела с ним So общаться. often when we let somebody go, Очень часто, когда мы отпускаем кого-то and we really mean it, и делаем это по-настоящему, then they get unhappy. часто они чувствуют себя нехорошо при этом. There's many after effects to getting free. И поэтому, когда вы освобождаетесь, бывает много побочных явлений. I'm just going to send white energy back through this cord Я собираюсь направить белую энергию and see how you end на up другой feeling. конец этого шнура и посмотрим, что будет происходить. Что вы сейчас чувствуете? Как бы далеко такой образ женщины, почему-то с развивающимися волосами. И что-то она как-то гневается. Somewhere far away, I see image of a woman with her hairs just flying in the air, and I feel she's angry. So she's the one that we're really trying to help and heal. Получается, она именно тот, на кого мы действительно стараемся направить исцеление. Because even though she's dead and in the past, Потому что, несмотря на то, что она далеко в прошлом и уже умерла, her energy is continuing. ее энергия продолжает проявляться. Alright, so watch what happens as I just send love and healing to her. Смотрите, что будет происходить вместе с тем, как я буду просто направлять ей любовь и исцеление. Что сейчас? Ну, она более, так сказать, становится, если я не видела ее лица, то она такая, человеческий облик розовый. Как будто она, может быть, у нее какой-то шанс появился, или воплотиться, или как-то, ну, что-то, какие-то силы у нее. Не могу сейчас объяснить. Previously, she didn't have a more like human face. Now it becomes more like human and pink, and she feels as if she got some strength. Good. She gets better. Good. So she's healing. Так что она исцеляется. And her healing will translate into healing for you. И ее исцеление также приведет к вашему исцелению. А как мне себя вести в этом отношении, по отношению к ней? How should I relate to her? Well, eventually she'll actually just disconnect from you now Со временем она просто от вас отсоединится. and probably serve as a guide for a while Возможно, какое-то время послужит вам наставником, until she goes back into the light. пока не вернется назад в свет. Good. Thank you. Any questions on that? I know it's a lot of information when it's 4 in the afternoon and we're tired. И я понимаю, что после обеда, уже во второй половине дня, это слишком много для вас информации. Но тем не менее, есть ли вопросы Any questions on that? по этому материалу?
У меня вопрос. Получается, что можно работать со своим родом, прощая так всех мужчин и женщин своего рода, да, тем самым обрезать какие-то жгуты и связи, даже я не осознаю, не чувствую, профилактику такую сделать. Does it mean that just to make it sure for our health, we can work with our lineage by forgiving all males and females in our lineage and thus getting rid of these cords? That's really what it comes down to is forgiveness. Действительно, по сути, это сводится к прощению. Forgiveness for our lineage and sending love back in time. Прощению наших предков и направляя любовь к ним назад во времени. We'll do an exercise where we help each other do that. У нас будет упражнение, где мы поможем друг другу это сделать. И тогда это не будет распространяться уже там, ну, на моих детей, внуков, получается, да? It will not spread further to my children and my grandchildren. Oh, yes, it does go forward as well. Действительно, эффект распространяется и на... То есть, если я решу свои проблемы, получается, с родом, да, ну, которые у меня, допустим, есть. Solve my problem, then my children and grandchildren will... Yes, it all passes down as well. So we want to heal the past, and that will help the healing go forward too. Действительно, когда мы исцеляем прошлое, целительный эффект распространяется и на будущее. Я по-русски. Да, я что-то не сказала, как у тебя здорово все произошло, когда мы отсекли предков в Индии. Есть совершенно потрясающая индийская яги, которая решает эту проблему, ну, просто молниеносно. И вот у меня, я сейчас только что сделала ягу нескольким человекам, и вот у Тани, которая сейчас задала вопрос, и еще одна женщина, которая сейчас за границу уехала, не смогла сюда прийти, просто результат лечения просто произошел. Или там не лечение, ну, какие-то вот результаты там, то есть произошло немедленно. Яги делается все предки, а ты переводишь ее? Special Indian yaga process, which does this effect just in the blink of the eye. She advises and arranges for acquaintances. Oh, yeah, but it happens like that, right? Все происходит очень быстро, да? Yes, it's like that, and it's immediately can be seen. Can you show us? Можете показать, как это делается? No, it's only brahmanas who are just They do so it many. advanced. And you know, I made it 2 times. Okay, in Russian. В общем, у меня умер муж 3 года назад. Я вроде бы человек сильный, все могу там делать такое ради Бога. Но он просто ко мне приходил и постоянно говорил, что вот ты мне там нужна. Ну, то есть не на этом плане. Короче, я просто не знала вообще, что делать. Короче, я поехала, сделала эту ягию, которая мне точно скажет, что поможет. И мне, там было очень много народу, там миллионы индусов всяких. И мне какого-то брахмана дали, 14-летнего какого-то, я говорю, Господи, ну потому что ну не было уже ни одного. И я говорю себе так вообще, Господь, ну что ж такое вообще, что ж мне такого слабенького, тщедушненького, но тем не менее он все сделал хорошо. Потом начал мне что-то спрашивать, вот не возьмите меня в Москву и так далее. Думаю, Господи, как может сработать его яги? Вот. Но там были другие брахманы, там общий есть такой храм, туда белых, между прочим, не пускают. Я-то в саре, меня пропустить, короче говоря, я хочу сказать, что в результате на следующий день, хотя мне тут и в Москве тут делали всякие там тоже, так сказать, яги, но белые люди, ничего не индусы. Короче, ничего не помогало. А тут на следующий день у меня, значит, вот муж мой, он прям взял и вот так, то есть он всегда стоял рядом тут и что-то со мной там общался и так далее. Я даже некоторым говорю, вот, представляешь, ты со мной разговариваешь, а я вот с мужем вообще общаюсь, мне сильнее с ним получается. А тут, значит, он прям отъехал на 50 метров, и все.
И, а потом вообще попрощались и больше никогда ни во снах, ничего, вообще больше все. Мало того, я даже уже через 5 месяцев была уже замужем за другим человеком. Свободно. Нет, смысл в том, что очень вот эти древние практики, мы их не знаем, они настолько сильные. Ну, я могу, конечно, сказать, как это делается, но я думаю, что мы этого не надо. Просто я знаю, что это очень сильно. Отрезать родственников обязательно надо. Чем раньше, тем лучше. Отрезать всех родственников. У нас души, которые мы общаемся в этой жизни, а в прошлой жизни те же душами мы общаемся, потому что вот существует такое мнение, что эти души, которые нам близки и с которыми мы общаемся в этом мире, они в прошлом мире были около нас. Правильно ли это? There is some opinion that those people who were close to us, like our relatives in past lives, they also somehow here around this life now. They often are. Часто так бывает. They're just in different planes or dimensions. Они при этом могут быть просто в разных измерениях, в разных. After we die, especially if we go out through the 4th or 5th dimensional planes. Мирах. После того, как мы умираем, особенно если мы проходим через 4-е или 5-е измерение. So we're either planning to come back Мы либо планируем вернуться, or not planning. либо не планируем. We go through one of 12 different planes Тогда мы проходим через 12 различных of learning. уровней стадий обучения. So we go to these, И мы попадаем в них. and the different souls we've known are probably involved in one of these. И те души, те наши, кого мы уже знали раньше, And we're all constantly interrelating. часто помогают нам в одном из этих All of us, yeah. стадий, и часто мы сильно взаимосвязаны. Most people are born with 2 guides Встречаемся снова и снова. Большинство людей рождаются, с рождения имеют 2 духа-наставника, who stay with them during their entire которые life. остаются с ними всю жизнь. Usually there's a guide who's female Обычно один из них женщина, and one who's male. другой мужчина. We also have an archangel that helps us and a lot of other people. У нас у каждого есть также архангел, который одновременно помогает и нам, и еще многим другим людям. But of those 2 specific guides, Но из этих 2 особых наставников, one will have been human. один обязательно был до этого человеком. It might be a relative from Это может быть какой-то наш this родственник, incarnation. может быть даже с этой инкарнации. Often they're friends from past lives. Часто это наши друзья с прошлых жизней. The other guide Другой наставник tends to be a spirit that has never been on this planet. часто тот дух, который никогда не рождался на этой планете. Because they can work with energies we can't work with. Потому что он способен работать с теми энергиями, с которыми мы еще не And способны. so there's an exchange of energy then И таким образом происходит обмен энергиями between us in the physical между нами в физическом мире and this other being in the pure и ethers. этим другим существом из другого измерения. So we have many types of guides that help us out. Итак, у нас есть очень много разных наставников, которые помогают нам. Every time we go through a major life change, Каждый раз, когда у нас происходят большие изменения в жизни, the 2 guides remain constant, 2 наставника всегда остаются одни и те же. but we tend to change again. Any other А guides. все остальные могут меняться.